Всем привет! Сегодня мы будем делать флорариум. Флорариум – это закрытая емкость, изготовленная из стекла или других прозрачных материалов, предназначена для содержания и разведения растений. Мы сегодня будем изготавливать флорариум из подручных материалов. За исключением, конечно, аквариума. Его нам нужно либо изготовить, либо купить уже готовый. Итак, что у нас есть? Есть у нас стеклянный аквариум, есть камни. Это смесь камня базальта, сланца и гранита. По блату мне достался. Но это отдельная благодарность этому человеку. Чем приглянулся мне этот камень, это тем, что он в разломах очень сильно блестящий, с разными кристалликами. В общем, довольно-таки красивый. На камеру, конечно, он не так выглядит, но вживую довольно-таки сочненько. Идем поэтапно. Сначала берем вермикулит, засыпаем в аквариум. Затем добавляем сюда грунт поверх вермикулита. Засыпаем равномерно, чтобы перекрыть весь вермикулит. Примеряем наши камушки. Подбираем им место, в котором они в дальнейшем будут стоять. Как только определились мы с местом, засыпаем второй слой грунта, чтобы сделать ландшафтик чуть-чуть выше, чем нижний слой. Дальше ставим второй ряд камней. Выбираем им место и выравниваем вокруг них почву. Получается вроде бы неплохо, я думаю, так и оставляем. Опять с дочкой мы сходили в лес, взяли мох и взяли землю, на которой мох рос. И присыпем этой землей верхнюю часть нашего грунта. Немножечко хвои, песка, в общем лесной грунт. Я буду надеяться, что мох приживется. Вот что мы с дочуркой насобирали. Здесь у нас есть пару видов моха и кладония бархамчатая. Очень красивый лишайник, и посмотрим, как он будет в нашем флорариуме. Я бы даже сказал, что он фантастического вида какого-то. Прям как из волшебного какого-то леса. Хотя если на лес посмотреть под макрообъективом, и он действительно фантастический. Берем мох невысокий и садим на переднюю линию аквариума. После берем еще один кусочек моха и садим его в дальний левый угол. Берем кладонию и садим ее на камушек. Будем надеяться, что она здесь приживется. Вот как она красивенько получается. Теперь берем побольше кусочек. Его тоже мы сейчас посадим в верхнюю часть. Здесь грунт прижмем немножко. Так, еще кусок моха с лишайником. Посадим его впереди, я думаю, здесь будет неплохо. Поравняем немного вокруг. Вот еще один маленький кусочек. Тоже его впереди посадим. Будем надеяться, тоже приживется. Ему вроде бы немного надо. Поэтому... Так, вот этот вот красивый. Смотрите, какой кусочек. Вообще фантастический. Его посадим на камушек. Так, и вот этот тоже красивенький. Так, вот еще один маленький. Его в верхнюю часть закинем. Так, берем еще один кусочек моха. Хорошенько его усаживаем. У него есть корневая часть.
чтобы она прижилась. Еще один добавляем маленький. Еще один вот. Плюс-минус будет вот так вот. Вот смотрите, что я вам покажу. Здесь жучок у нас появился. Где-то вылез. Принесли его домой, придется назад сейчас вынести. Такой вот проснулся. Думает, что происходит. Засыпаем. У нас остался с прошлого проекта щебень для аквариума. Такой грунт. Да-да, беги, жучок, не мешай. Сейчас мы тебя занесем обратно. Засыпаем, прячем полностью нашу землю, чтобы ее видно не было. Красивенько со всех сторон засыпаем, равняем. Таким образом закрываем полностью всю землю нашим песком. И остается снаружи просто красивенький белый песочек без земли. Убираем кусочки земли, хвою лишнюю. И выравниваем все. Распушириваем наш мох. И вот такая вот получается красота. Дальше мы еще сейчас что-нибудь добавим сюда. Смотрите, как выглядит красиво этот лишайник. Вообще обалдеть. Такой именно действительно фантастический. В макро вообще оно все как-то выглядит по-другому. Так, добавим сейчас сюда еще мы камушков белых. У нас они есть, слава богу. Тоже остались. Добавим пару черных у меня есть. Это уголь. Блестит тоже весь. Ну, такой он в разломах. Интересно выглядит. Такой есть один белый кусочек. Еще один наш базальт. Добавляем еще камни. Тут чуть-чуть, там чуть-чуть, здесь немножко и вот сюда чуть-чуть. И должно быть так, как должно быть. Так, как нам понравится, так мы и сделаем. И вы так же самое можете сделать любой вообще конфигурации, не имеет значения. Все равно получится красиво. Вот увидите. Просто попробуйте. Здесь положим. Не могу насмотреться на него. Лишайник, он просто какой-то именно почти как с Аватара, но только из нашего леса. Да, понятно, красивенько. Аквариум обошелся мне недорого. Я сделал 2 аквариума, там что-то до 200 гривен за стекло отдал. Ну, как бы копейки. И 200 гривен силикон. В общем, недорого получается. Теперь нам еще понадобится сюда установить крышечку, сделать цвет на нее, кнопочку. В общем, так сказать, небольшую электронику. Даже, скажем так, несложную электронику. Итак, начнем. ПВХ, размеры и обрезаем.
Нарезаем такие уголки, будем их вклеивать на внутреннюю часть крышки, чтобы она не ездила, не съезжала с аквариума. Аккуратно вклеиваем их, обрезаем острые углы, для того, чтобы в аквариум полноценно становилось. Там в углах есть силикон, который будет мешать, поэтому лучше обрезать остроту эту. Итак, наша кнопка и наш разъемчик, в который будет включаться питание. Так, наша планочка под светодиод и наш светодиод. У меня их есть два. На одном 120 пикселей на метр. Вот этот, как видите, очень густо. И есть 60 светодиодов на метр. Я думаю, мы возьмем вот этот. Будет относительно не сильно ярко, потому что мох не растет на солнце, и ему сильно яркий свет не нужен. Отрезаем две полосочки по 15 сантиметров. Я думаю, нам будет этого достаточно. Потом наклеиваем двухсторонний скотч на нашу уже заранее отрезанную планочку под алюминий. Ой, извините, под нашу светодиодку. Отрезаем. Все у нас заготовлено. Есть. И вклеиваем вовнутрь светодиод. Потом распаиваемся. Как бы ничего сложного вообще. Вот так, а потом вот так. Уже впаяно. На самом деле все очень быстро. Увидите, у вас также получится. Все закрываем нашей линзой и клеим. Клеим посерединке, я думаю, этого будет нормально достаточно. Вот так. Отличненько. И держится крепко. Так, меряем диаметр нашего разъема. Отверстие готово. Вставляем. Единственное, с гаечкой мы не угадали. Гаечку накрутить не получится. Поэтому мы его зальем просто клеем аккуратненько по краям, чтобы сильно не заляпать. И готов. Теперь берем наш включатель, проверяем на трудоспособность, замеряем его. Вот так. Размеры готовы. Берем нож и вырезаем отверстие под него. Вставляем. Еще раз проверяем, все ли у нас работает. Отлично. Теперь распаялись. И подключаем. Смотрим, как получилось. Готово. Смотрите, работает. Отличненько. Светится. Да, теплое свечение. Обалдеть. Выглядит неплохо. И вот как он выглядит уже в реальности. Не знаю, кому как понравилось, конечно. Но моему котику очень даже. Он очень любит возле него лежать. Такое впечатление, что это для него солнышко. Всем спасибо за просмотр. Следующий ролик будет гораздо интересней. Там будет очень много у меня работы. Съемки займут, конечно, огромное количество времени. Но я к нему уже готовлюсь. Так что до скорых встреч. Всем пока-пока.